Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю великолепный бисквит для рулета. С ним также можно готовить и торты, и пирожные. Бисквит невероятно воздушный, нежный, не трескается, не липнет к рукам. И благодаря тому, что в тесто добавляем растительное масло, он получается влажный и не требует пропитки. Рецепт очень простой, и этот бисквит получается всегда. Для приготовления теста мне понадобится я подготовила противень, размер 42 на 32 сантиметра. Выстелила его пергаментной бумагой. Я ее ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. Если вы не уверены в качестве своей пергаментной бумаги, смажьте ее небольшим количеством растительного или сливочного масла. В классический рецепт бисквита обычно разрыхлитель не добавляют. Но так как я сегодня в мой бисквит добавляю растительное масло, я в муку добавлю буквально пол чайной ложки разрыхлителя. Это примерно 3 грамма. В первую очередь буду взбивать белки. Выливаю их в чистую сухую миску, добавляю щепотку соли и начинаю взбивать. Когда появилась вот такая легкая пена, постепенно добавляю сахар и взбиваю белки до средних пиков. Для моего рецепта я использую яйца среднего размера. Вес яйца без скорлупы примерно 50-52 грамма. И также рекомендую яйца заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Так в них легче будет растворяться сахар. Я взбила белки до вот таких мягких пиков. Теперь добавляю по одному желтки и хорошо перемешиваю. В итоге должна получиться вот такая очень воздушная масса. След от венчика сразу не растекается. Также добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Тогда добавляйте его вместе с сахаром. И теперь примерно в 3 приема просеиваю муку с разрыхлителем. Аккуратно вмешиваю венчиком сверху вниз. Масса настолько пышная, мука сразу оседает, поэтому хорошо ее поднимайте со дна. Перемешиваю вот такими потряхивающими движениями. Теперь аккуратно по краю тонкой струйкой добавляю растительное масло. Также примерно в 3-4 приема и перемешиваю. Обязательно используйте растительное масло без запаха. И не рекомендую его заменять на сливочное. Бисквит именно благодаря растительному маслу получится более такой нежный, влажный, эластичный. В итоге получилось вот такое очень пышное и воздушное тесто. Выливаю его на противень. Аккуратно разравниваю, стараясь тесто сильно не прижимать. Просто его вот такими легкими движениями разгоняю по противню. Духовку я уже включила разогреваться на 200 градусов. Постараться надо тесто разровнять ровно. Бисквитное тесто не может стоять, поэтому его надо сразу выпекать. Отправляю противень с тестом в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 10-12 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Вот такой замечательный бисквит получился. Он очень пышный, воздушный. Готовность проверяйте нажатием пальца. Тесто должно пружинить и, конечно, абсолютно не прилипать. Ну и если хотите, можно проверить еще зубочисткой. Но здесь тесто такое тоненькое, что оно, конечно, все пропеклось. Главное, именно смотрите, чтобы оно не прилипало и хорошо пружинило. Перетаскиваю бисквит на решетку. Бисквит получился вот такой пышный, красивый. Сейчас я его оставляю остывать, не снимая с пергаментной бумаги. Накрою только сверху чистым полотенцем, чтобы бисквит не подсох. Бисквит уже полностью остыл. Посмотрите, какой он гибкий получается. Очень нежный. Переворачиваю и снимаю пергаментную бумагу. С этим бисквитом у вас получатся очень красивые и вкусные рулеты. Также с ним можно делать самые разные пирожные, либо тортики, разрезав бисквит на несколько частей. Он очень нежный и эластичный. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита.
Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!